Он сводил с ума миллионы, но выбрал женщину, которую многие его фанаты отказываются принимать до сих пор. Внезапный переезд из Турции, непрекращающийся хейт и свежие, взбудоражившие прессу слухи о скандальном разводе. Как парень с титулом «Лучшая модель мира» доказал всем свой драматический талант, превратился в непробиваемого защитника своей семьи и что на самом деле происходит сегодня в браке Кыванча Татлетуга. Кыванч Татлетуг родился в многодетной семье в Адане, и его путь казался предрешенным. Высокий, атлетичный парень с ранних лет бредил баскетболом. Он переехал в Стамбул ради карьеры, играл за престижные юношеские клубы Улкер, Фенербахче и Бешикташ. Его ждало блестящее будущее на паркете. Но в один миг все рухнуло. Тяжелая травма колена навсегда перечеркнула годы изнурительных тренировок. Врачи вынесли суровый вердикт: о профессиональном спорте придется забыть. Для молодого амбициозного парня это стало настоящим крахом, погрузившим его в депрессию и отчаяние. В этот темный период вмешалась судьба в лице его матери. Заметив, что сын угасает, она тайком отправила его фотографии в модельное агентство. Эта инициатива стала тем самым счастливым билетом. Кыванч стремительно взлетел на Олимп модной индустрии. В 2002 году он с триумфом завоевывает титул «Лучшая модель Турции», а затем берет главную международную награду «Лучшая модель мира». Париж, Милан, контракты с топовыми брендами. Казалось бы, просто наслаждайся успехом. Но Кыванч понимал, что век профессиональной модели короток, а пренебрежительный ярлык красивой картинки больно бил по его амбициям. Татлетуг принимает жесткое решение все изменить и начинает обучаться актерскому мастерству. Первые проекты сделали его популярным, но настоящим феноменом он стал после выхода культового сериала «Запретная любовь». Роль Бехлюля возвела его в ранг абсолютной суперзвезды. Однако критики все еще сомневались в его драматическом таланте. В ответ Кыванч пошел на радикальный шаг. В сериале «Кузей Гюней» он предстал в образе агрессивного парня с окраины. Ради этой роли он кардинально похудел, изменил пластику, походку и голос. Эта мощная трансформация вдребезги разбила стереотипы. Кыванч доказал, он не просто смазливый манекенщик, а один из самых глубоких актеров Турции. Казалось бы, мужчина со статусом самого желанного холостяка Турции должен был выбрать себе в спутнице популярную актрису или королеву красоты. Фанаты сводили Кыванча с каждой экранной партнершей, но сердце турецкого Брэда Питта распорядилось иначе. Настоящая любовь настигла его за кадром. Во время работы над сериалом «Запретная любовь» Кыванч познакомился со стилистом Башак Дизер. Тогда это было лишь профессиональное общение, но судьба вновь свела их на съемках исторического проекта «Курт Сеит и Александра». Именно там между ними вспыхнула искра, переросшая в один из самых крепких и самых обсуждаемых романов турецкого шоу-бизнеса. Однако общественность встретила этот союз в штыки. Выбор актера вызвал настоящую бурю негодования среди его преданных поклонниц. Башак Дизер моментально стала мишенью для жесточайшего хейта. Критике подвергалось абсолютно все, от ее внешности до профессии. Многие высокомерно заявляли, что обычная стилистка не пара суперзвезде такого масштаба. Масло в огонь подливал и тот факт, что Башак на несколько лет старше Кыванча, а за ее плечами уже был один неудачный брак. Социальные сети переполнялись ядовитыми комментариями, фанаты открыто требовали расставания, а желтая пресса ежедневно смаковала выдуманные скандалы. Такое колоссальное давление могло легко разрушить любые, даже самые сильные чувства. Но здесь Кыванч проявил себя как настоящий мужчина и идеальный партнер. Вместо того, чтобы поддаться общественному мнению или трусливо отмолчаться, он глухой стеной встал на защиту своей возлюбленной. Татлетуг жестко пресекал любые бестактные вопросы журналистов, прямо заявляя, что никто не смеет лезть в его личную жизнь. Он ставил жесткие ультиматумы навязчивым репортерам и безжалостно обрывал связи с теми, кто не уважал его выбор. Кыванч доказал, Башак – это та самая женщина, ради которой он готов пойти против целого мира. Их романтичная свадьба в Париже в 2016 году стала красивым и изящным ответом всем недоброжелателям. Брак Кыванча и Башак долгие годы оставался эталоном стабильности, однако поклонники с нетерпением ждали, когда их кумир станет отцом. Чудо произошло весной 2022 года. У пары родился долгожданный сын Курт Эфи. Имя оказалось глубоко символичным. Именно на съемочной площадке сериала «Курт Сеит и Александра» зародилась их история любви. Рождение наследника полностью изменило жизнь суперзвезды. Брутальный сердцеед на экране, в реальности Кыванч превратился в сентиментального и заботливого отца.
Он даже сделал трогательную татуировку с отпечатком ножки малыша. Отцовство открыло в нем совершенно новые, неожиданные грани. Однако статус мегазвезды имеет темную сторону. За каждым шагом семьи в Стамбуле неустанно следили папарацци. Недавняя новость произвела в медиа эффект разорвавшейся бомбы. Ведущие турецкие таблоиды вышли с кричащими заголовками: «Кыванч Татлытук навсегда покидает Турцию и переезжает в Великобританию». Журналисты наперебой строили конспирологические теории. Одни утверждали, что актер окончательно устал от непрекращающегося хейта в адрес жены и решил сбежать от общества, другие уверяли, что он разочаровался в индустрии. Поклонники были в настоящем шоке. Но грандиозный скандал оказался лишь очередным мыльным пузырем желтой прессы. Кыванчу пришлось лично прервать молчание, чтобы успокоить миллионы расстроенных фанатов. Никакой миграции не было и в помине. Временный переезд в Лондон был продиктован двумя понятными целями. Во-первых, Татлытук решил осуществить давнюю мечту и поступил на элитные кулинарные курсы Le Cordon Bleu, чтобы профессионально освоить гастрономическое искусство. Во-вторых, супруги просто хотели обеспечить Курту Эфи спокойное раннее детство вдали от вспышек стамбульских фотокамер. Актер четко дал понять, его дом и работа навсегда остаются в Турции. Новость, взорвавшая информационное пространство совсем недавно, заставила ликовать всех недоброжелателей пары. Спустя почти 10 лет брака в сети с новой силой вспыхнули упорные слухи о тяжелейшем кризисе в семье Кыванча Татлытуга и Башак Дизер. Желтая пресса пестрела скандальными заголовками. Идеальная картинка рухнула, супруги разъехались, а официальный развод – лишь вопрос времени. Хейтеры, которые с самого первого дня не принимали Башак, с нескрываемым злорадством потирали руки. В социальных сетях началась настоящая травля, где каждый предрекал скорый конец знаменитой истории любви. Сплетни достигли такого масштаба, что игнорировать их стало просто невозможно. Обычно закрытая от публики Башак Дизер была вынуждена сделать официальное заявление. В своем коротком интервью журналистам она расставила все точки над «и», категорически опровергнув любые домыслы о разводе. Ее спокойная реакция стала холодным душем для любителей сенсаций. Менеджмент актера также выступил с жестким предупреждением, пригрозив судом тем изданиям, которые продолжат тиражировать клевету. Кыванч, верный своим принципам, вновь доказал, что его семья – это неприступная крепость, которую не пробить газетными утками. Сегодня, несмотря на все интриги завистников, брак Кыванча и Башак остается одним из самых прочных союзов турецкого кинематографа. Они продолжают воспитывать маленького Курта Эфи, наслаждаясь тихим счастьем вдали от токсичных обсуждений. Кыванч не устает повторять, что именно Башак стала его главной опорой. Эта пара раз за разом доказывает, настоящая любовь не нуждается в публичных оправданиях, а попытки хейтеров разрушить их сказку делают союз только сильнее. Жизнь продолжается, и Кыванч уверенно смотрит в будущее, оставаясь главным защитником своей семьи.